Всем привет и добро пожаловать на канал «Оружие от А до Я», где рассказываю про оружие из разных эпох, его влияние с интересными фактами, о которых вы, возможно, не знали. В этом ролике мы поговорим про одно из удивительных оружий, которое имело влияние и власть. Этим оружием был меч. Кто первым его придумал, каким был первый меч, когда он стал массовым, почему мечи были разными, действительно ли они меняли судьбы людей, и почему он ушел из битв, но по сей день остается с нами в фильмах и играх. Все это вы узнаете, досмотрев ролик до конца. Утром, примерно 5000 лет назад, где-то на территории современной Турции, молодой воин медленно достает оружие из ножен. Это еще не тот меч, который мы привыкли видеть в кино. Не длинный, не сверкающий. Скорее что-то несуразное, слишком длинное для кинжала, слишком короткое для привычного нам меча. Но именно с него все началось. История меча произошла из ошибки. Тысячелетиями человек воевал копьями, дубинами и короткими ножами. Все было просто. Подойди ближе, ударь быстрее. Однажды кузнец решил сделать кинжал длиннее, посмотреть, что из этого получится. С этого момента начинается история оружия, которое позже станет символом власти королей и империй. Археологи нашли, по их мнению, один из первых мечей, датированный 3000 лет до нашей эры, в поселении Арслантепе, на территории современной Турции. Находка выглядит как клинки длиной около от 45 до 60 сантиметров, сделанные из мышьяковой бронзы, а она, в свою очередь, редкий и ценный материал. Некоторые были украшены серебром. Есть одна деталь, о которой почти не говорят. Первые мечи наверняка были оружием богатых, так сказать, штучным товаром. Скорее всего, и делали их исключительно на заказ. Потому что мышьяковый сплав стоил немалых денег из-за дефицита материалов. Чтобы сделать один клинок, нужно было добыть медь, найти олово, расплавить металл, залить форму. Это сейчас звучит просто, более 5000 лет назад не являлось столь простым занятием. Заводов по переплавке еще не было. Производство такого меча куда сложнее, чем копье, которое можно вырезать за день. Тут уже технология, за деньги придавали статус. Интересный момент. Первые мечи были не очень удобными. Бронза плохо держала длинную форму. Клинок мог согнуться или даже треснуть. Мечи еще не господствовали в ближнем бою. Они были скорее дорогим резервным оружием на тот момент, когда копье уже утрачено, а враг стоит слишком близко. Даже в таком виде мечи дали человеку почувствовать главное – ощущение власти в руке. Копье – это инструмент, лук – способ выжить, а меч был личным. Он оставался с тобой в руке, позволял вершить судьбы. Он словно говорил «теперь я опасен». Возможно, именно поэтому меч пережил почти все виды оружия. При его появлении человек понял одну вещь. Некоторые оружия нужны для побед. Некоторые, чтобы чувствовать силу. Меч стал первым оружием, которое изменило не только войны, он изменил самого человека. Если бы ты оказался рядом с первым человеком, державшим меч, скорее всего, даже не понял, что это меч. Он был короче, форма также была непривычна нам, больше похож на большой кинжал. И все же именно таким было оружие, которое позже станет символом королей, рыцарей и империй. Первые мечи появились примерно 3-3,5 тысячи лет до нашей эры, и выглядели они совсем не так, как мы привыкли представлять. Никаких длинных сияющих клинков, изящной стали, дуэлей, только грубая бронза, короткое лезвие. И одна задача – выжить в ближнем бою. Воин бронзового века в пылу сражения вполне мог оборонить копье. Враги слишком близко. Щит сталкивается со щитом. За поясом последняя надежда. Клинок длиной примерно 45-60 сантиметров. Это не оружие красивого фехтования, как это представлено в фильмах. Этим рубят, колют, толкают, бьют почти в упор. Причиной этому особенность битвы тех времен, которая была скорее хаосом в грязи и криках. Первые мечи рождались в необходимости последней защиты. Началось все с Арслантепе. Позже подобные формы начали появляться и в других частях Ближнего Востока и Европы. Первые мечи не были без изъяна. Бронза плохо подходила для длинного оружия. Чем длиннее клинок, тем выше шанс, что он согнется или сломается. Поэтому мечи часто имели листовидную форму, расширялись к середине и снова сужались к кончику. Выглядело странно, но давало важное преимущество – больше веса в ударе. Проще говоря, меч буквально создавали, чтобы ломать кости и пробивать защиту. А потом произошло нечто неожиданное. Люди начали украшать оружие.
серебро, орнаменты, красивые рукояти. Почему? Для чего? Потому что меч быстро перестал быть просто железкой, он становился знаком статуса. Представь племенного вождя, у остальных копья и ножи, а у него бронзовый клинок. Тяжелый, дорогой и редкий. Сам факт, что ты носишь меч, уже говорил окружающим, этот человек опасен и богат. Среди тех мечей был один особенно странный, и имя ему Хопиш, оружие древнего Египта, похожее одновременно на меч, топор и серп. Изогнутый клинок будто создан не кузнецом, а кем-то, кто пытался совместить сразу несколько видов оружия. И именно такими были первые мечи человечества. Не идеальными, не красивыми, не легендарными, скорее экспериментом. Но разве не результаты экспериментов меняют мир? Тысячи лет меч был роскошью, оружием, которое могли позволить себе немногие. Поле боя примерно 1500 лет до нашей эры. Большинство воинов все еще держат в руках копья, топоры, дубины. Почему? Уже же начали делать мечи. Начали. Их стоимость для обычного человека бронзового века сравнима как стоимость Феррари в мире телег. Чтобы сделать хороший бронзовый клинок, нужен мастер, металл, форма для отливки, время и редкие материалы. Особенно олово, без которого трудно получить качественную бронзу. А олово в древнем мире было почти стратегическим ресурсом. Его везли за сотни и даже тысячи километров, иногда через полмира. И пока цари носили мечи как знак власти, обычный воин продолжал сражаться тем, что проще и дешевле. Казалось, так будет всегда, но затем история делает резкий поворот. Примерно 1200 лет до нашей эры. Мир начинает рушиться. Историки называют это крахом бронзового века. Один за другим исчезают великие государства: Хеттская держава, Микенская Греция, торговые сети Восточного Средиземноморья, города горят, империи падают, торговля металлами ломается. И вместе с ней появляется проблема с поставками бронзы, ее стало не хватать. И тогда человек начинает все чаще смотреть на металл, который раньше считался почти бесполезным – железо. На первый взгляд оно даже хуже бронзы. Сложнее в обработке, быстрее ржавеет, первые железные клинки часто были мягкими, но было одно преимущество, которое меняло все. Железо в избытке, встречалось почти везде. Больше не нужно ждать караванов с оловом, не нужно зависеть от далекой торговли. Теперь оружие можно производить массово. Именно здесь меч перестает быть игрушкой знати. Он начинает попадать в руки обычных солдат. Особенно важным стал тип меча, который археологи называют «Волна-2». Поздний бронзовый клинок настолько удачной формы, что его продолжили делать уже из железа. Он распространился по огромной части Европы и Средиземноморья и буквально пережил падение Старого мира. Представь молодого воина примерно 800-900 тысяч лет до нашей эры. Он не сын царя, не богатый аристократ, обычный солдат, но у него на поясе висит меч. Теперь это уже не семейная реликвия, не символ власти, а настоящее оружие войны. В этот момент история снова меняется. Причиной изменений стал перелом. Редкое оружие становится массовым. Меняются не только армии, меняется структура ведения боя. Теперь мечи не у единиц, а у тысяч. Железо сделало меч не красивым символом силы, оно превратило его в инструмент, который начал решать судьбы целых народов. В истории прослеживается закономерность. Если посмотреть на любую великую империю, почти всегда рядом окажется свой меч. Будто государства тоже имели характер, и этот характер можно было держать в руке. Кажется, меч редко был случайным, он отражал культуру, как именно народ воевал, двигался, побеждал и чего боялся. Начнем с Древнего Египта. Примерно 1200-1500 лет до нашей эры. Египтяне используют оружие, которое сложно назвать обычным мечом. Хопиш – клинок странной формы, будто кто-то скрестил меч и серп. Выглядел как изогнутый, тяжелый ближе к концу, идеально подходящий для рубящего удара. Почему именно такой? Потому что врагов нужно было срывать с колесниц, пробивать щиты и ломать строй. Во время знаменитой битвы при Кадеше, 1274 год до нашей эры, между египтянами и хеттами именно такое оружие сопровождало воинов фараона Рамзеса II. А теперь обратимся к истории Древней Греции. Здесь все иначе. Основой войны было копье. Меч – запасной инструмент.
Когда строй ломался, в дело вступал ксифос, короткий прямой клинок. Не для красоты, скорее для хаоса, для тех нескольких секунд, где решается «ты» или «тебя». Настоящую революцию сделал Рим, и тут начинается один из самых неожиданных моментов истории. Римская империя покорила огромную часть мира оружием, которое сегодня многие назвали бы слишком коротким. Гладиус, всего около 60-70 сантиметров, меньше многих средневековых мечей и легче, чем кажется. Интересный факт: большинство боевых мечей весили меньше современного ноутбука, около 1 килограмма. Никаких тебе тяжелых железных ломов из фильмов. Но именно короткий меч оказался смертельно эффективным. Почему же? Его эффективность скрыта в тактике римлян. Они не рубили, а кололи. Легионер прятался за большим щитом, делал шаг вперед, короткий быстрый укол, без красивых дуэлей. Только эффективность. А потом приходят викинги. Здесь меч впервые становится почти живым существом. К ним стали относиться как к членам семьи, давали имена, передавали детям, считая семейным наследием. Иногда за хороший клинок можно было купить небольшое хозяйство, а плохой меч мог стоить тебе жизни. В истории оружия есть жестокое правило. Империи строили не самые красивые мечи, а те, которые лучше подходили их способу убивать. История меча завязана не только на металле. Иногда судьба целой страны решалась за несколько секунд. Один удар или одна ошибка, всего один человек с клинком, и мир уже никогда не становился прежним. А теперь подробнее. Начнем с человека, который почти случайно изменил историю Европы. Этим человеком был Юлий Цезарь. Оружие римского легионера выглядело скромно. Никакого огромного меча-героя. Тот самый Гладиус. Короткий, легкий, в умелых руках очень опасный. Несмотря на свою простоту, именно с этим оружием Цезарь завоевывал Галлию и строил империю. Почему Гладиус оказался страшнее длинных мечей врагов? Легионер не сражался красиво, он сражался технично, словно по системе. Каждое движение выучено и отточено. Щит, шаг вперед, короткий укол, шаг назад. Возможно, без этого короткого меча Рим никогда не стал бы сверхдержавой. Но была и другая история, когда меч становится не инструментом армии, а частью личности. Япония, 16 век. Самурай выходит из дома, на поясе висит катана, и это уже не просто оружие. Потерять меч означало потерять честь, иногда даже право на уважение. Катана была настолько важна, что ее называли «душой самурая». Пожалуй, одна из самых драматичных историй связана с человеком, который потерял все из-за одного удара. Ричард III, король Англии. 1485 год. Битва при Босворте. Король лично идет в атаку, не прячась за спинами солдат. Пытается добраться до Генриха Тюдора, человека, который может отнять его корону. Но в хаосе боя Ричард оказывается окружен. Историки считают, что он погиб от серии ударов холодным оружием. С его гибелью заканчивается целая эпоха, вражда алой и белой розы, а к власти приходит новая династия Тюдоров. Меч буквально менял направление истории, но есть еще одна немаловажная вещь. Почти у всех великих воинов был свой особенный клинок. У Александра Македонского, у крестоносцев, у викингов. Связь с этим оружием была сильна. Почему? Лук держал на расстоянии, копье создает расстояние, а меч требует подойти близко, слишком близко, настолько, что ты видишь страх в глазах другого человека. И, возможно, именно поэтому люди веками приписывали мечам почти мистическую силу. Некоторые оружия выигрывают битвы, а мечи меняли судьбы людей, которые держали их в руках. Меч пережил многое: бронзовый век, падение империи, викингов, крестоносцев, монголов и рыцарей. Почти 3000 лет он оставался главным аргументом человека в бою. Казалось, такое оружие невозможно вытеснить. Время неумолимо шло, появляется человек с трубой, порохом и плохой точностью. Это появление стало началом конца эпохи. Европа, примерно 16 век. На поле боя стоят рыцари в доспехах, тяжелая броня, дорогие мечи, фамильные гербы. Казалось, ему нет равных, и мечи будут править вечно. А потом раздается выстрел, громкий такой, все в дыму. Первые мушкеты были ужасно медленные, точность оставляла желать лучшего, запросто могли дать осечку. Бывало, и взрывались прямо в руках.
При всех их недостатках все же скрывали нечто страшнее стали. Им было все равно, кто перед ними, в каких доспехах и с каким оружием. С мечом нужно тренироваться годами, нужно стать сильнее, быстрее, научиться двигаться, чувствовать дистанцию, понимать противника. Меч требовал мастерства. Порох – нет. Срок обучения – какая-то неделя. Тут начинается настоящая революция. Если рыцарь потратил половину жизни, чтобы научиться владеть мечом, его доспех стоит как небольшая деревня, его оружие – произведение искусства. Напротив него вдалеке стоит парень, который вчера был фермером. У него дешевый мушкет и один выстрел. Это почти нечестно, но история редко бывает справедливой. Броне приходится становиться тяжелее, чтобы остановить пулю. Люди понимают, проще снять броню, чем пытаться победить порох. А вместе с броней начинает исчезать и меч. Но тут есть важный нюанс. Меч не сдавался. Он долго сопротивлялся, сначала как оружие офицеров, потом как кавалерийская сабля, позже как штык на винтовке, будто последняя попытка напомнить о времени, когда войну решал клинок. И все же однажды эпоха заканчивается, на поле боя меч проиграл. Но вот что удивительно, он не исчез из человеческой головы. До сих пор именно меч остается символом власти, чести, героя, войны. Короли держат церемониальные клинки. Государства помещают мечи на гербы, а фильмы и игры снова и снова возвращают нас к ним. И, возможно, причина проста. Некоторые оружия делают войну эффективнее. Но меч был слишком человеческим, чтобы исчезнуть полностью, потому что между двумя людьми с мечами всегда оставалось нечто, чего никогда не будет у человека с винтовкой. Опасная, почти личная связь между двумя враждующими людьми. Подпишись, тут интересное об оружии.